Миллионер слышит, как близняшки умоляют дать им хлеб в долг и делает невозможное. Что если одна случайная встреча в продуктовом магазине способна перевернуть жизнь не только тех, кому ты помог, но и твою собственную? Это история о том, как доброта не всегда громкая, и о человеке, который нашел дом там, где никогда не искал. Прежде чем мы начнем рассказ, напишите в комментариях, из какой части мира вы смотрите сегодня. Голос продавца был жестким, но уставшим. Не злым, просто отрешенным. Две девочки лет 9 стояли у прилавка, крепко сжимая в руках буханку хлеба. Они были как отражение друг друга. Одинаковые куртки с разошедшимися швами, одинаково натертые носы и усталость в глазах, не по возрасту взрослая. Но главное, в их голосе не было ни мольбы, ни каприза, только отчаянная попытка говорить спокойно. «Мы принесем деньги, честно, просто мама. Мама сильно болеет». Продавец отвел взгляд. Он такое уже слышал. Он слышал это каждую зиму. В магазине повисла тишина. И тут, неожиданно даже для себя, мужчина у стойки шагнул вперед. Высокий, сдержанный, в темном пальто, без единого пятнышка. Он до этого просто стоял у холодильника с минералкой. Он не знал, зачем зашел. Просто шел мимо. «Сколько стоит хлеб?» Мужчина положил на прилавок 500 и ничего не сказал. «Это много», — тихо сказала одна из девочек. «Ничего страшного. Возьмите еще что-то. Может, кефир». Они взяли. Не потому что поняли, а потому что он смотрел на них не как взрослый, не как тот, кто жалеет, а как тот, кто просто рядом. Этого мужчину звали Дилан Картер. Ему было 33. Он владел 2 гостиничными сетями, инвестиционной компанией и 2 автомобилями, один из которых был настолько дорог, что его крали трижды за год. И в тот день он впервые за много лет сделал что-то не по логике, не по расчету, а просто потому, что не смог пройти мимо. Через полчаса он уже стоял у панорамного окна своего пентхауса. Все было как всегда. Чисто, стильно, безупречно и мертво. На журнальном столике лежала ежедневная пресса, вся в ленте об очередной сделке. На кухне кофемашина, которая готовила лучше любого бариста. В коридоре охрана, которую он почти не знал по именам. А в голове звучало: «Можно мы заплатим потом? Мама очень болеет». Он не знал, почему это не отпускало, не знал, зачем запомнил. «Хелен», — сказал он, набрав номер ассистентки. «Выясни, кто эти девочки. Я хочу, где они живут, без шума». «Все в порядке, мистер Картер?» «Просто узнай». Он повесил трубку. Впервые за долгое время в нем что-то дрогнуло. Ни боль, ни жалость. Что-то другое, забытое, тепло. А в это время девочки шли домой. Одна несла кефир, другая с хлеб. Их шаги были тихими, но быстрыми. В подъезде пахло гарью и мылом. Они поднялись на 5-й этаж, открыли дверь ключом и вошли в квартиру, где свет был только в одной комнате. «Мама, мы все купили». И там был один мужчина, женщина на диване с трудом приоткрыла глаза, ее лоб блестел от температуры. Девочки подсели рядом, молча. Они знали, что мама не сможет есть, но им нужно было просто быть рядом. «У него были добрые глаза», — прошептала одна. А на другом конце города человек с этими глазами смотрел в окно и почему-то не чувствовал холода, только странную тревогу и решимость. Он еще не знал, что эта встреча изменит его жизнь, но что-то в нем это уже поняло. Дилан перечитывал это досье с каким-то внутренним сопротивлением. Бумажные факты ничего не говорили о том, что он увидел вчера, о сдержанном голосе девочек, о том, как одна держала буханку, как будто она сокровище. Он снова посмотрел в окно. Его пентхаус был выше большинства зданий в городе. Здесь не было ни запахов улиц, ни детских голосов. Все глушилось стеклом и тишиной. И вдруг он понял: не может остаться. Не может просто знать и сидеть дальше.
Он вышел из дома без охраны, без машины, просто шел. Сначала по ухоженным тротуарам, потом по менее привычным улицам с облупившимися фасадами и граффити на стенах. Улица Хендерсон встретила его серостью. В подъезде пахло сыростью. На лестничной площадке кто-то сушил детскую одежду. Он не знал, зачем пришел, но знал, что не уйдет сразу. Они были во дворе. Девочки. Действительно, близнецы. Но если при вчерашней встрече они казались ему детьми, то сейчас выглядели почти взрослыми. Они собирали алюминиевые банки в мешок, работали молча, слаженно. Он подошел, не сразу выдавая свое присутствие. «Зачем вам это?» Они вздрогнули, повернулись. Одна чуть смелее сделала шаг вперед. «Сдаем на переработку, платят немного, но хватит на лекарства. Маме стало хуже». Он кивнул. «Я могу подвезти вас и купить все, что нужно». Они смотрели настороженно, но не было страха, только усталость. «У вас добрые глаза», — сказала вторая девочка. Это прозвучало как пароль, как будто именно эти слова открыли дверь. Они поехали вместе. Аптека, продукты, теплый чай в маленьком кафе на углу. Они ели сдержанно, без жадности, словно боялись показать, как давно не ели как следует. Он не задавал много вопросов, лишь слушал, как они рассказывают, скупо, просто, о том, как живут. Когда мама заболела, сначала мы прятали это от соседей, потом от школы, потом от самих себя. Мы умеем все, сами можем готовить, сами стираем. Иногда ночью мама зовет кого-то, кого давно нет, мы боимся тогда. Когда они подъехали к дому, и он помог донести пакеты, на пороге их встретила женщина, худая, с острым взглядом, в халате, который был чист, но поношен. «Кто вы такой?» «Просто прохожий, который не смог пройти мимо. Богатые не помогают бедным, они играют в спасителей», — сказала она с раздражением, но и с болью. Он не ответил. Он понял, что ее гнев — это страх, неуверенность, желание защитить своих детей от того, что может обернуться разочарованием. Он поставил пакеты у двери, достал из кармана маленький листок бумаги. «Если нужно, я в отеле «Бриз». Дилан Картер». И ушел, не дожидаясь ответа. Позже в ту ночь он снова сидел у себя в квартире, свет не включал. В телефоне была запись камеры, деловой партнер из Сингапура прислал видео о предстоящей сделке. Миллионы, амбиции. А перед глазами другая картинка. Девочка в залатанной куртке, говорящая: «У вас добрые глаза». Он снова посмотрел на свою квартиру и вдруг понял: не осталось ни одного места, которое вызывало бы в нем радость. Здесь все было и ничего не значило. Он не знал, что будет делать дальше, но теперь знал точно, не может просто забыть. Он вернулся. На следующий день, на третий. Без звонков, без планов, без охраны. Охранники внизу начали его узнавать. Один из них даже спросил: «Вы кого-то здесь потеряли?» «Нет, скорее нашел», — ответил он без тени улыбки. Он видел девочек снова. То в аптеке, то с мешками у пункта приема вторсырье. Видел, как одна разрезала пальцы, доставая банку из мусора. Видел, как другая покрывает ее руку салфеткой, не говоря ни слова. Иногда они замечали его, иногда нет, но никогда не убегали. Как будто его присутствие стало частью этой новой реальности. Не вторжением, а чем-то похожим на постоянство. «Вы зачем это все делаете?» — спросила однажды Сара. «Потому что вы не просили? Это глупо». «Знаю», — кивнул он, — «но все равно продолжаю». Однажды вечером он все-таки снова подошел к двери, постучал долго, без уверенности, что откроют. Открыли. Рэйчел выглядела уставшей, лицо бледное, под глазами круги. Но голос твердый. «У нас все есть. Спасибо за продукты и за лекарства. Но, пожалуйста, не возвращайтесь. Я не хочу мешать. Но мешаете. Мы
Мы должны научиться справляться. А если не справитесь, тогда у нас будет только одно достоинство». Он кивнул и снова ушел, но уже не с пустыми руками, с пониманием. Она не просит, она борется, пусть и из последних сил. Ночью он написал короткое сообщение Хелен. «Выясни, можно ли устроить Рэйчел Винтер на работу. Что-то без нагрузки. Пусть думает, что это обычная вакансия». Ответ пришел через 10 минут. «Устроим». Тихо и без лишних деталей. Тем временем девочки продолжали день за днем, старались как могли. Однажды он увидел, как Оливия стоит перед витриной книжного, смотрит на сказки. Не просит, просто смотрит. На следующий день у двери появился бумажный пакет с надписью «Просто для чтения, не от кого-то, просто откуда-то». На 4-ю неделю Дилан сам впервые почувствовал что-то странное. Внутри, в груди. Нечто похожее на укол. Не от боли, от жизни. Он перестал следить за рынками. Отменил встречу в Тюрихе. Сказал помощнице: «Я хочу остаться в городе. Надолго. Пока не пойму, что дальше». В одну из ночей он стоял у окна своей квартиры. Вдалеке светились улицы, которые теперь знал. Хендерсон, дом 15. Место, где слова имели цену, а поступки — вес. И вдруг вспомнил. Когда он был маленьким, мать однажды сказала: «Самое трудное — это не потерять в себе человека, когда все становится проще». Он тогда не понял. Теперь начал. На следующий день он снова пришел. Не с подарками. Просто быть рядом. «Мама спит», — сказала Сара, — «но ей лучше. Вы хотите подождать? Можно?» «Можно». Они сидели втроем в маленькой кухне. Закипел чайник. Девочки спорили, как правильно класть мед. До или после чая. «А вы когда-нибудь были ребенком?» — спросила Оливия. «Был? Давно». «А кто тогда был рядом с вами?» Он замолчал. Ответа не было. Никто. И в этот момент они, похоже, поняли его больше, чем любой человек за всю его взрослую жизнь. В ту ночь перед сном одна из девочек прошептала другой: «Думаешь, он правда остался?» «Думаю, да. Он уже не уходит с таким лицом, как раньше». А на другом конце города человек, у которого было все, впервые в жизни подумал: «Я иду не вверх, я иду туда, где есть смысл». Он пока не знал, что скоро наступит ночь, когда ему придется бежать не ради денег, не ради долга, а ради тех, кто стал ему ближе, чем кто-либо за 30 лет. Ночью температура снова поднялась. Рэйчел стонала во сне, хваталась за грудь, тяжело дышала. Девочки по очереди клали ей на лоб мокрую тряпку, пробовали сбить жар таблетками, которых почти не осталось. «Она не просыпается», — прошептала Оливия. «Это уже не просто температура», — добавила Сара, и в ее голосе впервые за долгое время дрогнуло что-то детское. «Мы не справимся». Они не плакали, не кричали. Сара встала, открыла окно, вдохнула ледяной воздух. «Помнишь, он говорил, если что, его можно найти?» «Да». «Тогда я побегу». «В чем?» «В этом». «Неважно». Сара надела куртку на пижаму, кроссовки на босы и ноги, схватила клочок бумаги, где был адрес отеля, и выскочила в ночь. Город в это время был другим, тихим, злым от ветра. Свет фар резал тьму. Машины шипели по мокрому асфальту. Она бежала, почти не разбирая дороги. Поворот. Еще один. Остановка. Откуда их как-то развезли? Табличка с логотипом отеля, золотистые буквы. Мимо проходили взрослые, и никто не остановился. Наконец, вход. Огромный холл, стеклянные двери. Охранник хотел было сказать что-то, но увидел глаза. Те же, что Дилан видел в магазине и что теперь смотрели на него через стойку ресепшена. «Мне нужен он, человек, с добрыми глазами». На 5-й этаж поднялись сразу 2 сотрудников. Через 10 минут машина уже мчалась по ночному городу. Дилан держал девочку за руку. Она дрожала не от холода, а от страха. «Ты все сделала правильно», — сказал он. «Очень правильно. Я не знала, кому еще можно верить.
босс, прошептала она. «Только вам». Когда они вошли в квартиру, Рэйчел была без сознания, щеки пылали, дыхание срывалось. Дилан, не теряя ни секунды, позвонил напрямую главврачу клиники, с которым заключал корпоративный контракт год назад. Через 15 минут скорая была на месте, он поехал с ними и остался. Клиника приняла женщину без бумажной волокиты. Медики узнали имя и молча кивнули. Он не говорил, кто он, только попросил: «Сделайте все, что возможно, но главное – быстро». Девочки сидели в приемном зале. Дилан рядом. В кофейном автомате он набрал им горячий шоколад. Потом еще. Потом купил сникерсы, о которых они не просили, но все равно взяли. Час, 2, 4. «Вы точно останетесь?» – спросила Оливия. «Даже если попросят уйти». «Я останусь», – просто сказал он. Пока не скажут, что она в утром, врач вышел, тяжело вздохнул. Критическое воспаление. Температура за 40. Но вы успели, еще немного и могли бы не спасти. Он посмотрел на девочек. Вы молодцы. Своим поступком вы спасли маму. Сара сжала руку Дилана. Крепко, не как ребенок. Как человек, который понял, все зависит от тебя. Но рядом может оказаться кто-то, кто поможет. Без условий. Следующие 2 дня он провел с ними. Девочки жили временно в одной из комнат отеля. Не люкс, но с ванной, горячей водой и телевизором, которого они не включали. Они предпочитали слушать, как он читает. Он читал им сказки. Не те, где принцы и дворцы, а те, где герои просто не сдаются. Он приносил книги, учился играть в настольные игры. Один раз, неловко, но со смехом, пытался испечь блины. «Получилось не слишком», — сказала Оливия. «Но мы все равно съели», — добавила Сара, «потому что теперь мы знаем, что они были сделаны не руками повара, а человеком». Он улыбнулся. Впервые за много дней по-настоящему. Через неделю врач сказал: «Она приходит в себя. Через пару дней можно будет поговорить». Он не знал, как это воспримет Рэйчел. Не знал, оттолкнет ли снова. Но теперь это уже не имело значения. Он не пришел ради благодарности. Он просто больше не мог не быть рядом. Вечером, когда девочки уснули, он сидел в коридоре клиники, пил дешевый кофе и смотрел в окно. Там за стеклом начинался рассвет, и в этом свете было что-то похожее на начало. Он достал телефон. Написал Хелен. «Я, кажется, понимаю, зачем все это было. Ни бизнес, ни цифры. А ради этого чувства быть нужным». Ответа не было, но он и не ждал. Он смотрел на город, в котором прожил 30 лет, и только сейчас впервые почувствовал не один. Рэйчел вышла из палаты на 3-й день, слабая, в больничной пижаме, с волосами, собранными в нетугой узел. Она увидела его сразу. Он сидел в коридоре с 2 одеялами. Одно на другой накрывало Сару, задремавшую рядом. «Вы все еще здесь?» — сказала она. Не как вопрос, как удивление. Он кивнул. «Я остался, потому что кто-то должен был. У вас же своя жизнь, свои дела». «Была. А теперь я не уверен». Она устало уселась рядом. «Я не люблю чувство долга. А я не прошу. Ни спасибо, ни доверия». «А что тогда?» Он помолчал. «Чтобы однажды вы поверили, что помощь — это не жалость, это просто быть рядом, когда некуда больше повернуть». Выписали ее через 2 дня. Он приехал за ними. Но не на машине с водителем, на такси, на обычном стареньком немного пыльном, потому что хотел, чтобы это был не жест, а просто поездка домой. Она ехала молча. Девочки щебетали на заднем сиденье, будто не было тяжелых дней. Только один момент все изменил. Сара положила голову на плечо матери и прошептала: «Он остался, мам». Рэйчел не ответила, но посмотрела в зеркало заднего вида, и глаза у нее были другие. Через неделю он снова постучал в их дверь. «Простите, что снова я...» — начал он. «Хотел предложить вам работу. Я не могу сейчас, мне нужно восстановиться. Я понимаю, я не тороплю, просто...» «Когда будете готовы? Какую работу?» «Администратор, 1 из этажей в Бризе, без тяжестей, гибкий график, соцпакет».
Потому что вы меня жалеете? Потому что вы заслужили шанс. Не за прошлое, за то, как живете. Она посмотрела на него. Долго. Я не хочу просто выживать. Хочу жить с достоинством. Это и есть суть предложения. Она пришла на собеседование через 2 недели. Никто в отеле не знал, что это по просьбе владельца. Все было как у других. Анкетирование, краткое обучение, униформа, смены. Она справлялась. Тихо, надежно, без поблажек. Он не мешал. Просто иногда приходил в холл. Незаметно. Смотрел, как она общается с постояльцами, как делает записи в журнале, как девочки бегают по коридорам, аккуратно, почти шепотом, чтобы не мешать. Раз в неделю он приходил к ним домой, не с подарками, а с собой, читал им, играл. Однажды починил кран, потом принес лампу. «Вы не боитесь, что однажды мы исчезнем, и все, что вы делали, окажется зря?» — спросила однажды Рэйчел. «Если даже один день рядом с вами был настоящим, значит, не зря. Шли недели, потом месяцы. Он стал частью их жизни. Ни центром, ни благодетелем, ни гостем. Просто частью. У него даже появилась своя чашка на кухне с кривой надписью фломастером. Человек с добрыми глазами. И вот однажды он вернулся в свой пентхаус. Был поздний вечер. Снаружи город светился, как всегда. Но внутри было все так же безмолвно. Он прошелся по комнатам, остановился у панорамного окна, смотрел вниз. «Я построил все», — проговорил он вслух, — «кроме одного дома. Стук, эхо, пустота». Он открыл шкаф. Там висели костюмы, которые больше не носил, полки, забитые часами, которые не имели смысла. Он подумал о том, как девочка в пижаме бежала ночью через весь город, как Рэйчел, несмотря на слабость, оттолкнула его, чтобы не зависеть, как чайник свистел в их маленькой кухне, когда они впервые ели вместе блины. В этом пентхаусе было все, кроме жизни. Он понял, возвращаться — это не к месту, а к людям. С тех пор он стал просто Дилан, не мистер Картер, не инвестор, не владелец. Он был тем, кто не ушел. Иногда вечером они вместе смотрели в окно, сидя у обогревателя в их квартире. Девочки спорили, какая звезда их, а он молчал и слушал. Потому что впервые за 30 лет его не нужно было слышать, его просто принимали, и он знал, он дома.